5 декабря 1945 года с авиабазы Форт Лодердейл во Флориде поднялась группа из 5 торпедоносцев «Эвенджер». Они отправились на рутинный учебный полет, получив обозначение «Полет-19». Погода была благоприятной, все самолеты технически исправны, а пилоты имели достаточный опыт. Тем не менее, спустя 2 часа после взлета ситуация стала резко ухудшаться. Радиосообщения, записанные диспетчерами, указывали, что летчики потеряли ориентацию и не могли определить свое местоположение. Командир звена лейтенант Тейлор говорил, что компасы вышли из строя и они летают над водой, где нет земли. Сразу после этого связь прервалась навсегда. Все 5 самолетов исчезли с радаров. На поиски была отправлена спасательная экспедиция, включая летающую лодку «Маринер», но и она тоже бесследно исчезла с 13 членами экипажа. Так возникла одна из главных тайн Бермудского треугольника. Почему при хорошей погоде, полной заправки и исправной технике группа опытных пилотов просто растворилась в воздухе? Ответов нет до сих пор. И это была только первая ласточка. Дальше исчезновения стали происходить регулярно, но следующий случай поразил своей масштабностью. Гигант, исчезнувший без следа. Весной 1918 года американский транспортный корабль «Циклоп» покинул порт Барбадоса, направляясь в Балтимор. Судно перевозило более 300 человек, а также груз марганцевой руды. Это был настоящий гигант своего времени, почти 600 футов в длину. Несмотря на хорошую погоду и отсутствие вражеской активности, шел конец Первой мировой войны, судно не прибыло в пункт назначения. Ни один человек с борта не был найден. Не было обнаружено ни обломков, ни следов аварии, ни радиоперехватов. Циклоп исчез в Атлантике между Кубой и побережьем США, в зоне, которую позже назовут Бермудским треугольником. Это было крупнейшее небоевое морское исчезновение в истории ВМС США. Военные провели расследование, но не смогли дать ни одного объяснения. Даже спустя столетия исчезновение циклопа остается загадкой. Что может уничтожить столь крупное судно без единого следа? Версий было множество, от штормов до взрыва груза, но ни одна не получила убедительного подтверждения. А через несколько десятилетий события начали повторяться, только теперь в воздухе. Массовое исчезновение самолетов. В августе 1963 года сразу 2 самолета пропали с радаров в пределах Бермудского треугольника. Первый — Кейси, частный лайнер, выполнявший рейс из Сент-Джорджа на Багамах. Второй — самолет военно-морского флота США, направлявшийся из базы на Бермудских островах. Оба исчезли при ясной погоде, не подавая сигналов бедствия. Это стало началом череды массовых авиационных потерь, о которых известно гораздо меньше, чем о знаменитом полете-19. Архивы ВМС США содержат десятки сообщений об исчезновении самолетов в этом районе. Без следов, без радиосигналов, без обломков. Некоторые исследователи связывают это с сильной магнитной аномалией, влияющей на приборы, но официальных подтверждений нет. Пилоты, которым удавалось вернуться, рассказывали о внезапной потере ориентации, сбоях навигационных приборов и странной турбулентности. Документы засекречивались, а сами случаи практически не попадали в прессу. Тем временем в этом же районе продолжали пропадать суда. И в большинстве случаев точно так же бесследно. Океан поглощает корабли. Исчезновения судов в Бермудском треугольнике фиксировались на протяжении всего 20 века. Среди самых известных случаев — Марина Баррелла, сухогруз, ушедший в рейс в 1935 и не вернувшийся. Позже — Эл Кариб, грузовое судно, исчезнувшее в 1960 при полном штиле. Спустя несколько лет в том же районе не дошел до пункта назначения Сноубойд. Ни один из этих кораблей не подавал сигнал бедствия. Их экипажи числились опытными, а суда технически исправными. Более того, в большинстве случаев даже при благоприятной погоде они просто переставали выходить на связь. Все они исчезали в радиусе между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, том самом треугольнике, чья репутация к этому времени уже была зловещей. Официальные следствия давали общие формулировки: возможная авария, погодные условия, техническая неисправность, но ни один случай не был расследован до конца. А в начале 2000-х в этом районе начались подводные экспедиции. То, что они нашли, вызвало волну споров. Что нашли на дне? В начале 2000-х канадские исследователи Пол Вайнсвайк и Паулина Заляцкий заявили, что обнаружили на дне у побережья Кубы странные подводные структуры. Они напоминали каменные постройки, пирамиды и прямоугольные платформы. В СМИ это назвали подводным городом, а некоторые поспешили назвать находку Атлантидой. Экспедиция использовала дистанционно управляемые подводные аппараты, которые засняли объекты на глубине около 2000 футов. Однако научное сообщество быстро охладило ажиотаж. Геологи и археологи указали, что возраст
предполагаемых построек противоречит истории освоения Америки. Кроме того, структуры могли быть природного происхождения. Геологические складки, базальтовые выступы, разрушенные кораллы. Ни одно из исследований не подтвердило наличие артефактов, надписей или признаков обработки. Несмотря на это, информация о находке продолжает циркулировать в интернете. Именно с таких сенсаций и начался миф о самом треугольнике. Но кто и зачем его запустил? Миф, придуманный журналистом. Термин «бермудский треугольник» впервые появился не в научных статьях, а в популярном журнале. В 1964-м писатель Винсент Гаддис опубликовал статью в Аргусе, в которой описал загадочные исчезновения в районе между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Он не просто собрал факты, но объединил их в единую концепцию. Якобы географическая зона, где происходят аномалии. Позже он расширил материал в книге «Невидимые горизонты». Публика отреагировала мгновенно, тиражи росли, а миф укреплялся. Однако Гаддис не был ученым и не проводил реальных исследований. Многие случаи в его подборке оказались искаженными или вовсе выдуманными. Например, он приписал исчезновение кораблей несуществующим штормам или искажал даты событий. Ученые отмечали, что никаких аномальных статистик по этому региону не зафиксировано. Но популярность уже нельзя было остановить. Десятки последующих авторов подхватили тему. С этого момента началась борьба между сенсацией и фактами. Но природа у этого места все-таки не так проста, как кажется. Невидимый убийца океана. Одно из самых серьезных научных объяснений исчезновений в Бермудском треугольнике — феномен так называемых волн убийц. Эти гигантские волны высотой до 100 футов формируются внезапно и способны буквально разорвать судно пополам. Впервые такие волны были официально подтверждены в 1994-м, когда спутники зафиксировали их в Атлантике. До этого времени они считались морскими легендами. В условиях, где сходятся мощные океанские течения и атмосферные фронты, эти волны действительно могут появиться без предупреждения. Район Бермудского треугольника подходит под такие параметры. Здесь сталкиваются Гольфстрим, североатлантическое течение и ветровые шквалы, способные за минуты сформировать стену воды. Современные симуляции показывают, как за считанные секунды волна может накрыть крупное судно, не оставив ни единого шанса на спасение. Это объясняет множество бесследных исчезновений. Но океан — это не единственный источник опасности. В небе тоже хватает аномалий. Опасность в атмосфере. Бермудский треугольник — это не только опасные воды, но и нестабильное небо. Район расположен в зоне частых атмосферных столкновений. Здесь встречаются тропические воздушные массы, холодные фронты с материка и остатки циклонов с Карибского моря. Такие условия создают идеальную почву для молниеносного формирования штормов. Пилоты, летавшие в этом районе, отмечали, что погода могла измениться буквально за несколько минут, от полного штиля до грозового ада. Один из задокументированных случаев произошел в 1989-м, когда пассажирский самолет попал в зону турбулентности, не отраженной на радарах. Самолет выжил, но его корпуса были серьезно повреждены. Ученые также фиксируют в этом регионе частые геомагнитные возмущения, которые могут кратковременно сбивать навигационные приборы. Подобные факторы особенно опасны для малой авиации и морских судов, лишенных современных стабилизаторов. Но даже самая точная навигация может подвести, если дело касается человеческого фактора. Виновата навигация. Несмотря на все гипотезы об аномалиях, наибольший вклад в исчезновение вносят ошибки навигации. В прошлом столетии многие суда и самолеты использовали магнитные компасы, чувствительные к локальным отклонениям. В районе Бермудского треугольника наблюдается так называемая магнитная вариация. Разница между истинным севером и магнитным, способная сбить с курса на десятки миль. Кроме того, многие трагедии происходили ночью или в условиях ограниченной видимости, когда капитаны и пилоты принимали неверные решения. Например, в деле полета 19 выяснилось, что командир спутал берега Флориды с Багамами. Анализ аудиозаписей подтверждает, что он вел группу по ошибочному маршруту. Аналогичные ошибки случались и с морскими судами. В условиях шторма капитан мог принять побережье за открытое море. И в сочетании с уставшими экипажами, устаревшей техникой и отсутствием GPS это нередко приводило к катастрофам. Но в нашумевших историях часто всплывали сенсации, не подтвержденные наукой. Одна из них — легенда об Атлантидском городе. Кубинский мираж. В начале 2000-х появилась новость, быстро разошедшаяся по всему миру. Якобы у берегов Кубы обнаружен древний подводный город. Канадские исследователи, использовавшие сонар, сообщили о правильных геометрических формах на дне, прямоугольниках и треугольниках. СМИ сразу окрестили находку Атлантидой Карибского моря.
Видеозаписи показали странные очертания, напоминающие руины. Но на этом доказательства закончились. Ученые из США, Мексики и Кубы не подтвердили существование рукотворных сооружений. Подводные структуры могли быть результатом природной эрозии или геологических процессов. Кроме того, глубина, на которой их обнаружили, более 2000 футов, противоречит известной истории человеческих поселений. Научное сообщество оценило находку интересной, но недоказанной. Тем не менее, этот случай стал примером, как сенсации и мифы продолжают формировать образ Бермудского треугольника. И все это происходит на фоне активных военных операций, зачастую скрытых от общественности. Лаборатория ураганов. Бермудский треугольник находится в самом сердце одного из самых активных ураганных поясов Земли. Ежегодно здесь зарождаются десятки циклонов, некоторые из которых перерастают в мощнейшие ураганы. Это делает регион естественной лабораторией для изучения климатических явлений. Ученые активно используют данные, полученные в этом районе, для прогнозирования глобальных изменений климата. В течение 1996 года метеорологи наблюдали уникальное явление. Ураган Эдуард резко поменял направление именно над территорией треугольника, что позволило уточнить модели ветровых потоков в Атлантике. Кроме того, сложные воздушные завихрения могут создавать кратковременные зоны с сильным понижением давления, что опасно как для судов, так и для самолетов. Такие явления почти не поддаются прогнозированию. Несмотря на технологический прогресс, пилоты и капитаны до сих пор стараются избегать маршрутов через треугольник во время сезона штормов. Однако есть еще один фактор, редко попадающий в СМИ – военные. Секретные учения США. Район Бермудского треугольника исторически используется американскими военными как полигон для испытаний. Здесь располагается известная база ВМС – Atlantic Test Range, а также закрытые зоны с ограничением полетов и судоходства. Учения проходят с середины 20 века и включают все от испытаний торпед до радиоэлектронной борьбы. Иногда это становилось причиной слухов. Например, в 1947-м авиационные учения привели к исчезновению радиосигнала в гражданских самолетах. Позже выяснилось, что причиной стали эксперименты с радиоподавлением. Кроме того, часть инцидентов с исчезновениями судов могла быть связана с несанкционированным входом в закрытые зоны, что также редко афишируется. Некоторые исследователи предполагают, что в случае нештатной ситуации корабли могли быть потоплены или интернированы по военной необходимости. Хотя это гипотезы, присутствие секретной активности лишь подогревает интерес к региону. И все же, даже при всей рациональности, миф продолжает жить. Почему миф не умирает? Несмотря на десятки научных объяснений, расследований и разоблачений, интерес к Бермудскому треугольнику не утихает. Причина не только в загадочных исчезновениях, но и в умении масс-медиа превращать случайные события в легенды. Телевизионные шоу, документальные фильмы и статьи в интернете продолжают повторять одни и те же случаи, зачастую с драматическим уклоном. Людям всегда было свойственно искать загадки, особенно если они касаются границ известного мира, неба, океана, глубин. Фраза «Бермудский треугольник» стала брендом, за которым скрывается ожидание тайны, опасности и неразгаданного. Даже реальные научные исследования в этом регионе – ураганы, геология, океанография – обрастают мистикой. Этот феномен показывает, мифы живут не там, где нет ответов, а там, где людям хочется верить в большее. И Бермудский треугольник – яркий пример того, как реальность и воображение сосуществуют в сознании миллионов. В конце концов, это не место проклятий, а зеркало нашей потребности в необъяснимом.